Всем привет, вы на канале Ufact. Если верить американским блокбастерам, да и вообще ситуации в мире, то скоро нашу планету ждут катастрофы, в которых обычному человеку придется старательно выживать. Чтобы быть во всеоружии, давайте рассмотрим 10 гаджетов для выживания, в которых будет нуждаться каждый человек. Ссылки на все гаджеты вы найдете в описании. Этот браслет 3 в 1, пожалуй, одна из самых необходимых вещей для выживания. Браслет изготовлен из 7-метрового паракорда. Это такой шнур, который использовали американские военные в годы Второй мировой войны в качестве строп для парашюта, так что можно не сомневаться в его прочности. Его можно использовать для изготовления ловушек на мелкую дичь, для изготовления тетивы лука для охоты, а также тонкие нити паракорда можно использовать в качестве лески для ловли рыбы или для шитья. Также в этот браслет встроен свисток для подачи сигнала SOS и отпугивания нежданных зверей. И, конечно, самое главное – это огниво-скресало, которое позволяет развести огонь в любом месте, даже если под рукой не оказалось спичек. Так что с этим приспособлением вы легко сможете поесть и согреться. Есть также более усовершенствованный вариант этого браслета 5 в 1, в который дополнительно встроены часы и компас для обозначения сторон света. Раз уж мы затронули тему разведения костра, то хочу вам показать еще несколько полезных гаджетов. Вот такое огниво позволит вам выбросить подальше все спички и зажигалки. Оно не отсыреет и не промокнет, а ресурса хватает на 12 тысяч ударов. Причем зажечь костер можно даже при сильном ветре. Чиркая огнивом по металлическому предмету, например ножу, вы высекаете столб искр температурой 3000 градусов, которые тут же помогут распалить костер. Есть также вариант со светящейся ручкой, чтобы ночью вы могли быстро его отыскать. А как насчет зажечь огонь над солнцем? Что же, есть и такой гаджет. Всего за считанные секунды он поможет зажечь сухую траву или деревянную стружку. И еще один гаджет, который позволяет развести огонь из своей же металлической стружки. Сначала мы создаем эту самую стружку, затем создаем искру и стружка поджигается. Все довольно просто. Без чистой пресной воды человек не сможет долго протянуть, поэтому без компактного фильтра вам не обойтись. LifeStraw – всемирно известный бренд с 2005 года, который позволяет пить воду даже из самых грязных источников. По заверениям производителя, убирает до 99,9 болезнетворных бактерий и других вредных примесей. Просто всовывайте его в реку или какую-нибудь лужу и начинаете высасывать воду. Хватает его на 1000 литров. Еще один вариант – фильтр на Aqua, сертифицированный в том числе и в России. Он позволяет сократить до нуля или до допустимого уровня концентрацию в воде бактерий, радионуклидов, тяжелых металлов, пестицидов и других опасных веществ. Он также очень компактный и весит всего 100 грамм, а ресурса хватает аж на 20 тысяч литров в год и не требует замены картриджа. Аптечка – еще одна незаменимая вещь, которая может спасти вам жизнь. Бинт, вата, кровоостанавливающий жгут, антисептическое средство, лекарственные препараты и многое другое помогут вам оказать себе или другому человеку первую помощь. Не стоит этим пренебрегать. Если вы собрались выживать, то вам очень пригодится надежный телефон, предназначенный как раз для этого. Sony A9 Plus – это сферозащищенный смартфон с впечатляющими характеристиками. Он имеет самую суровую степень защиты IP68, что означает, что он полностью пыленепроницаемый и выдерживает длительное погружение в воду на глубину более 1 метра. Корпус устойчив к ударам и падениям, а экран защищен противоударным закаленным стеклом. Емкость батареи смартфона 3000 мАч, что позволит ему работать в режиме ожидания до 2 недель. Помимо его экстремальных характеристик, смартфон также имеет солидную аппаратную начинку, 4-ядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной, большой сенсорный дисплей и 2 камеры, одна из которых записывает видео в Full HD. Также GPS и куча различных датчиков, такие как термометр, барометр, магнитный компас, гироскоп и так далее. Телефон, кстати, не особо тяжелый и весит всего 247 грамм, так что такой аппарат подойдет не только на случай апокалипсиса, но и для повседневной жизни. А чтобы ваш телефон смог еще дольше работать, вам пригодится надежный внешний аккумулятор, например, как вот этот на 10 тысяч мАч. Аккумулятор имеет прорезиненный противоударный и влагонепроницаемый корпус со встроенным фонариком, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации имеется функция подачи сигнала SOS. Неоспоримым преимуществом такого аккумулятора является то, что он заряжается от солнечной энергии и готов прийти на помощь даже в самой экстренной ситуации. Также хороший вариант динамо-зарядка. Подключайте ее к телефону, крутите ручку и заряжаете таким образом телефон. Как же обойтись без хорошего фонарика, чтобы осветить себе путь или ослепить какое-нибудь дикое животное, которое захочет на вас напасть? Неплохим вариантом будет вот такой влагозащищенный динамо-фонарь со встроенной подзарядкой для телефона. Покрутив специальную ручку около 1 минуты, фонарик сможет работать полчаса. Подключив телефон к фонарику и покрутив ручку еще несколько минут, можно будет совершить звонок. Мощный профессиональный мачете пригодится для самой неприхотливой работы – рубки дров, сучьев, растений, резки чего угодно, разделывания пищи. Хоть он и не является холодным оружием, но его внушительным внешним видом можно и врагов запугивать.
Если вы считаете, что мачете для вас слишком громоздкий, то можно обойтись и вполне обычным ножом. Вариантов их масса, но для удобства лучше выбирать либо складной нож, либо с чехлом. Есть также вариант со встроенным огнивом, что довольно удобно. Многофункциональность – это то, что нужно в условиях выживания. И тут вам на помощь придет мультитул. Здесь есть и мощный полевой нож, и шило, и кусачки, и скребок, и маленькая пила. Куча приспособлений, собранных в одном инструменте. Вариантов их также огромное множество, самые навороченные модели могут выполнять до 40 различных функций. Вообще можно привинтить, открутить и откусить все что угодно. Где бы вам ни пришлось спать, на полу, в заброшенном здании или в лесу на земле, вам понадобится теплый и комфортный спальный мешок. Учитывая наши суровые зимы, нужно брать сразу спальник для экстремальных условий, выдерживающий низкие температуры. Отличным вариантом является спальный мешок Hi-Peak Redwood. Он оснащен внутренним карманом, термальным воротником и анатомическим капюшоном, а также двусторонней молнией с утеплением. Он отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу и обеспечивает удобный отдых даже при отрицательных температурах до минус 20 градусов. А если вы окажетесь где-нибудь в лесу без крыши над головой, то вам, разумеется, нужна палатка, чтобы укрыться от дождя и не быть искусственным насекомыми. Вот такая двухместная палатка будет вполне достойным вариантом, а благодаря компактному размеру ее можно легко переносить в рюкзаке. Если вам не покажется это излишеством, можете также прихватить с собой самонадувающийся коврик, чтобы было мягче лежать в палатке. Мало ли на какой поверхности вам придется спать. Без хорошего рюкзака было бы невозможно носить весь этот инвентарь. Для этой цели вам подойдет рюкзак Polar на 45 или 70 литров. Благодаря водоотталкивающей пропитке ваши вещи не намокнут в дождь. Также присутствует эффективная система вентиляции спины и множество других полезных мелочей. Ссылки на все представленные гаджеты вы найдете в описании под видео, а также не забудьте сэкономить на покупках с кэшбэк-сервисом, ссылку на него вы найдете там же.